Привет, любители и профессионалы! Недавно я побывал в чудесном магазине «Светофор» и увидел для себя очень много интересного. Ну а первое, что бросилось мне в глаза, это вот эти недорогие, но очень симпатичные вазоны для цветов. Они небольшого размера, довольно компактные, поэтому как только я их увидел, у меня сразу родилась идея, куда бы их применить. Стоят у нас в Беларуси они всего 3 рубля. Это немного меньше 100 российских рублей, но немного больше 30 гривен. Ну а чтобы было понятно иностранным зрителям, эта сумма равна 1 доллар 20 центов. Итак, сегодня у нас шикарная идея из недорогих вазонов, 15 трубы и полосы 4 на 25. Да, ребята, будет много сварки и сборки, но советовал бы не перематывать, а то пропустите все интересное. В общем, заряжаемся позитивом, закидываемся чайком-кофейком и начинаем работать.
Ребят, если кому-то интересно, как сделать такие простые надежные колеса, то ссылка на видео будет в конце ролика. Ну вот, ребята, практически и все. Можно было, конечно, остановиться на таком варианте. Типа, быстро сделал, дорого продал. Ну а то, что не покрасил, глядишь и не заметят. А еще можно по-быстрому коряво запшикать все это дело с баллона и рассказывать, что продал это за бешеные деньги. Но я, ребят, не настолько хитрый, чтобы считать всех дураками. Поэтому я пройду полный цикл с грунтовкой и покраской, чтобы посчитать себестоимость изделия и понять, будет ли оно пользоваться постоянным спросом. Как видите, я не варил под вазоны никаких рамок, не набивал их рисунком. Сделал крепление простым и дешевым, за счет чего вся конструкция получилась легкой и не перегруженной. А самое главное, получилось сэкономить, а значит и конструкция будет конкурентной. А еще я думаю сделать что-то похожее, только вот в таком виде. Ну а вот так наш шедевр выглядит уже загрунтованным. Ну а так как тема уличная, добавил подпятник. Долго выбирал, чем покрасить, молотковой дали или гладкой хамерайтом, и остановился на золотом хамерайте. Краска это хорошая и надежная, но даже с грунтом требует несколько слоев. Как золотой образец это идеально, но вот на потоке я бы ее не использовал. Патинировать, как обычно, будем медью, и сочетание золото-медь уже проверено и мне очень нравится. Хотя для винтажности можно было добавить зелень, но у меня, ребят, попросту нет. Все, ребят, на сегодня все. Кому понравилась простота и изящество линий, ставим лайки и дизлайки. Обязательно подписываемся, не забываем комментировать. Прямые руки вам в помощь. Всем удачи и здоровья. Прорвемся.